Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. В настоящий момент у меня отпуск до 2 марта. Вот сделал для вас салатик из Инстаграм. Угощайтесь. Здравствуйте. Чтобы алмазный круг не засаливался с навья, что называется, я его чищу силиконом. Специально засушил вот такой кусок. Ну, отрезал от него, чтобы весь не... Вот кусочек. Демонстрирую. Здравствуйте. Сегодня комиссия по технике безопасности, а у меня нет щитка над патроном. Да и крепление я снял, к чему крепить сам щиток. Ну, выход-то всегда есть. Это 3 неодимовых магнита. Здравствуйте. Расточил вот такое отверстие. Было на 16, делаю на 20. Вот. Проточил до 19,8, теперь надо развернуть. Но так как остался шпоночный паз, то развертку желательно взять с косым ножом. Вот это. Ну, пойдет и это. Но если есть такая, отдайте ей предпочтение. Вчера отломился кусочек с внутреннего спирального диска. Сегодня еще 2. Цепная реакция. Так, вот. Вот вчера отломился отсюда. А сегодня вот, вашему вниманию, патрон из Белоруссии. Видите? Очередное бревно из капролона. Диаметр 100 миллиметров. По факту 103 миллиметра. Длина 100 сантиметров. По факту 103 сантиметра. 1030 миллиметров. Мой инструмент для работы с капролоном. Втулки, выточенные с этого бревна. Процентов, наверное, 80 в труху. Суббота. В связи с производственной необходимостью я вызван на работу. Надо так надо. Но мне всегда смешно, когда, например, кто-то из руководства говорит, мы сделаем. Вместо того, чтобы сказать, сварной сделает, или токарь сделает, или электрик сделает. Нет, они говорят, мы сделаем. И я всегда вспоминаю байку про то, как мужик заходит в деревню, и ведет он под узцы лошадь. А лошадь тащит воз полный до неба дров. И мужик кричит, кому дрова нужны? Я дрова привез. А лошадь поворачивается и спрашивает, ты привез? Так, ну что сказать, принесли вот какую-то трубу, играющую роль вала. Но здесь наварили на нее абы как. И говорят, проточи под подшипник. Наружный диаметр 34 миллиметра. Бьет ее, как собаку. Посмотрим, останется ли стенка. Я-то проточу.
вернее станок. Но это куда нахрен? Посмотрим, что получится. Ну вот, проточил. Стенка в одном месте. Даже фаску снять не на чем. Только что случайно наткнулся на эту красоту. Да. Хорошо, что нашел, а то бы переплавили бы. Блок питания от компьютера. Бензонасос от классики. Эмульсия. Буду делать подачу СОЖ на ленточно-пильный. Подробности на канале YouTube. Дневник сельского токаря. Вот приделал подачу СОЖ на ленточно-пильный. Подробности на моем YouTube-канале Дневник сельского токаря. Сделал вот такой упор вместо заводского. Опускается рабочая часть пилы, упирается в шарик. Это означает, что недорезано примерно 4 миллиметра. Я ее поднимаю, убираю шарик, и она уже дорезает мне в руку. Здравствуйте. Прежде чем протачивать сверла, всякое бывает, конусные сверла, можно вот проточить под обычную дрель. Так, прежде чем протачивать, посрезайте болгаркой вот эту часть. Она очень крепкая и будет отбивать, и все на свете. Чтобы не поджимать центром, вот так вот отрежьте. И дальше уже можно протачивать. Здравствуйте. Изготовил вот такую скалку для проверки передней бабки на конусность. Это после удара в патрон. Буду проверять в следующем видео. Переношу посадочное место на первичном валу. Это автомобиль ЗИЛ с двигателем от МТЗ. Следующее видео будет про это. Здравствуйте. Опять штуцера у меня. Но не могу же я в YouTube каждый раз выкладывать штуцера. Вернее, штуцеры. Вот один сделал. 20 на 14. Шаг 1,5. Второй в оправке. Вот где брать темы для YouTube? Где брать темы для канала Дневник сельского токаря? Вопрос, достойный Чернышевского. Осень, пора навесов. Все убрали. Закрома забили. Теперь занимаемся стройкой. Осень, пора навесов. Это только половина партии из той, что я вытащил. Походу, у нас все хозяйство состоит из сплошных ворот. Здравствуйте. Вот мне сейчас нужно шлифовать, а наждачка у меня крупная. Сейчас я показываю, как из крупной сделать мельче. Обычное хозяйственное мыло. Затираем. Можно немножко смочить. Сейчас. И вот таким образом затираем мылом, и уже зерно становится... принцип такой, что верхушки выглядывают, они уже мельче. Таким образом, с крупной можно дойти до мелкой и отшлифовать до зеркального блеска. Как-нибудь покажу я это в видео. Сейчас просто в Инстаграм на скорую руку. В цехе, где я работаю, установили камеру. В понедельник не опаздывать. Очень нудная работа. Нужно сделать 200 вот таких втулок. Я думаю, что это начало. Здравствуйте. Анекдот.
3 камеры одинаковых. Без батарей, без стульев, без кроватей, без окон, потолок, стены. Посадили в такие камеры француза, американца и русского. И дали им по 2 вот таких шарика. Заходит через неделю, француз жонглировать научился. Молодец. Заходит к американцу, он один на другой ставить научился. Молодец. Заходит к русскому, а он один шарик потерял, а второй сломал. Собираю кардан, это шлицевая часть. Надо посадить сюда. Видео будет на моем канале в YouTube. Напомню, канал называется «Дневник сельского токаря». Всех приглашаю посетить, подписаться, остаться со мной на этом канале. Шел я по мастерской в таком прикиде. Директор зашел, увидел меня и чуть ли не в пример начал ставить. Говорит, вот Александр делает все правильно. Я говорю, да нет. Просто мне на наждаке сейчас работать, камень равнять и все прочее. Я всегда так делаю. Всем 36,6. Здравствуйте, вопрос специалистам. Шестигранник, зажатый в патроне на 19. Это торсион, по-моему, с кировской площадки, который применяется в устройстве, в механизме для запирания бортов. Скажите, пожалуйста, марку стали. Спасибо. Всем здрасте. Вот сделал вот такую крышку. Сегодня у меня капролоновый день. 60 вот этих, пазов. Если сюда стрелки, то можно часы. Да, вот сегодня у меня капролоновый день. Резьба здесь дикая, но наиболее подошел шаг 5 метрический. Это бачок на опрыскиватель. Люди идут на ночную смену. Надо. Вот так вот. Вуаля! Здравствуйте. Все, кто хоть раз ходил на рыбалку, знают, что черви имеют свойство бить на дно. Поэтому открываешь, а они все на дне. Я сделал такую умную банку, открыл на дне, перевернул, открыл с другой стороны, и они все сверху. Вот. Крышки имеют рабочее положение, вот так, и транспортное, более плотное. Они конусные. Все, так не откроется. И также по центру имеются отверстия вот такого рода, не знаю, видно. Отверстие 1 мм для вентиляции, чтобы насекомые не задохнулись. Такая вот умная баночка. Здравствуйте. Вот этот тройник 20 шаг 1,5 я сделал в токарном станке. Без фрезеровки, без наждака, без болгарки. Просто сделал в токарном патроне. Всем доброго времени суток. Вот выпрессовывать сайлентблоки. Сделал оправку. Пойду пробовать. Вернулся доработать. Выставок, чтобы не съезжал никуда. Навес надо помыть. Сейчас сделаем. Смотрите, чтобы было все аккуратно. Алга. Пускай, пока не упадет. Упадет эта хуйня. Все, снимай.
Здравствуйте. У меня опять открылся сезон пневматики. Каждый год делаю несколько таких продувочных пистолетов. Всё. Жалко, что монитор не передает запахи. Самодельный мечик. Да и держак самодельный. М16 левая. Нарезка резьбы 24 шаг 2. 1000, благо место позволяет. Это не резьба, это песня. Бригадиру что он нарисовал? Теперь потом ловит этот кружок. Поймай его, попробуй. В видео, которое я снимаю на канале YouTube, вы видите, что я не лью эмульсию, стараюсь держать станок в чистоте, как мне пишут, хотя для меня он всегда грязный. И на самом деле, когда я работаю не на видео, все намного прозаичнее. Наверное, мне влетит от начальства. Сломали вот такой уголок. Заведующий сказал сделать 2 половинки, потом сварщик сварит. А что сварщика напрягать? Я взял вот так, отрезал на 19, 46-й шестигранник. И из него сделал вот такой. Резьба М16 шаг 1,5, здесь конусная, с 17 до 16. Вот такой уголок сделал. Вот под ключ. Ну, не знаю. Наверное, влетит. Разверзлись хляби небесные. Что-то здесь натворилось. Трубу газовую сорвало. Бывает. Всем здрасте. Вот с утра Керхер вот изобразил вот такой стальной. Не люблю такую работу. Вот эти канавки. Тут вот вилочка такая стопорная. Я сделал канавку целиком. И немцы могли бы так сделать. Не знаю. Ну, не знаю еще, правда, пойдет. Не знаю, нет. Немцев-то хаять нечего.
Работы навалом, а для YouTube снимать нечего. Все какая-то мелочевка. Проточи, подрежь, расточи, отрежь, просверли. Станок для опрессовки рукавов высокого давления. Для опрессовки фитинга. Вот набираются вот такие губки, сюда устанавливаются. 8 штук. Здесь уже установлены, в зависимости от диаметра. Сейчас будем опрессовывать. Станок для опрессовки рукавов. Ставится определенная нагрузка. Ты выставляешь, да, нагрузку? Да, там поставлено уже. Типа микрометр здесь. Да. Здесь крона находится. Уже Сигнальный выставлено. светодиод. Вот он. Нагрузка выставлена. Когда этой нагрузки дойдет, лампочка загорится, значит хватит. Все, светодиод загорелся, готово. Отпускается. Станок это 4 года назад купили за 100 тысяч. Итальянский. Фирма... Ну, ладно, не буду я рекламировать. Вот подходящей трубы не нашлось. Пришлось сделать с шестигранника 55-го. 50 шаг 2. Новый стогомет у нас. Шланги вылетают вообще прям напрочь. Вот. Фитинги вылетают. Видите, тут ободрано все слишком. Слишком ободрали, чтобы не корячиться. Колхозники типа доделают. Колхозники-то доделают. С утра фланцы колхозим. Сегодня весь день только и делаю, что развертки в руках держу. Устал уже. Вот автоматическую зарядил. Вот сейчас бы увеличивать обороты. Чем ближе к центру, тем больше оборотов. К сожалению, здесь это невозможно. Гладкая поверхность. А это вот шифер. Не знаю, вот это обрабатывалось на 600 оборотах, а это... Ой, это на 400, а это 630. Сейчас подтянул подшипник шпиндельный, посмотрю, что будет.
Подтянул подшипник здесь внутри, в коробке, не который с той стороны, а здесь на один щелчок буквально. Ну, другой резец просто поставил, это вот стружка поцарапала, а так все нормально, гладко. Вот, нигде ничего. А я уж думал клинья там тянуть, как-то неохота, уже это все вроде как подстроено так, в меру. Можно сказать, что отделался легким испугом. Это головка для триммера. Очень удобная вещь. Алюминий. Если кто-то будет делать, 39, шаг 1,5, левая. Ну, обычный стандарт, наш. Голова китайская, а резьба советская, ну или российская. Вот делаю вот такие навесы, 2 штуки. Ну, уже сделал. 60 диаметр. Во, убить можно. Но это не совсем навес, он будет горизонтальный, это петля на стогомет. Делаю уголок. М27 шаг 1,5. Здесь будет 16,5-19 ниток на дюйм. Об этом будет мое видео на канале YouTube. Дневник сельского токаря. Не подписывайтесь. Вчера меня профессионально критиковали за резьбу. Скажу, что критика совершенно обоснованная, согласен. Но дело в том, что прогнал плашкой, и плашка порвала просто. Вот сейчас я резал резцом с механической пластиной. Так, что, резал на 630 оборотах. Ну, видите, я не могу добиться того лоска и блеска. Все зависит от марки стали. Сталь, с которой я работаю, это, наверное, СТ-3, скорее всего. Ну, мне понравился термин подсолнух. Так что вот предел. Вот примерно 2 раза в год я изготавливаю такой вал на зернокомплекс. Но с этой стороны я делаю так. Видите? Отошел от стандарта. Для чего это делается? Вал из пластилина. Когда сламывается вот эта часть, то вал разворачивают, и он работает еще. Это словно спичка с 2 головками. Прикурили, потушили, прикурили 2 раз. Так и это. Это у нас в мастерской сельской такой вековед. Кому интересно, шаг клиньев 3,5
56. Всем здрасте. Следующее видео на канале YouTube будет о том, как можно сколхозить шпоночный паз вот такой. Внутренний. Здесь на 12. Следующее видео на канале YouTube будет по изготовлению вот такой примитивной державки для такого резца. Крутится, не крутится. Обратная сторона эмульсии. Вот время от времени чищу. К нам сейчас в окна стучал вот это чудо. Это какой-то сокол или кто-то там в ЦРМе летает. Вот, я внутри комбайна современного. — 19 градусов в кабине. Все дела. Так работать можно. Все условия. Делаю. Горел комбайн. Сейчас будут красить. Сюда на горячую будет запрессован вот этот подшипник. Вот так вот. Немного дал маху с выбором шестигранника. Видите, резьба получилась. Гайка заворачивается сначала на шестигранник. Ох, господи, как снимать так. Ну, бывает. Первая рыбалка в этом году. Есть экземпляры. Типа вот таких. Не рыбой единой. Иногда и работать приходится. Ну вот и все, уважаемые зрители. До скорой встречи.